Водопады Азадбаша. Нас сегодня 20 человек, и мы идем по ущелью Азадбаш-Сая. Многие слышали и даже посещали Таваксай с его знаменитыми водопадами. А вот сюда, в соседнее ущелье, гражданских не пускали. Здесь стояла воинская часть. Было стрельбище, и военные тренировались в скалолазании. Сейчас воинскую часть передислоцировали, и все шлагбаумы, соответственно, убрали. Ну вот мы идем по тропе вдоль речки Азадбаш. В Узбекистане декабрь, а по ощущениям, как будто весна наступила. Наш маршрут можно условно разделить на две части. Первая очень легкая, идет по пологому склону, и чтобы увидеть два водопада, нужно пройти плюс-минус 9000 шагов. Воды в Сае вроде немного, но все водопады выглядят очень красиво. А вот до третьего водопада идти в целом недалеко, но нужно идти по холмам наверх и местами пробираться по камням. В общем, весь маршрут у нас получился 16 километров, туда и обратно. Тяжело было подниматься? Подниматься? Нет, я люблю такие именно походы на подъемы. Просто по равнине скучно. Ну, тяжелый маршрут, нет? Нет, нормально, лайтовый. Горы, горы, всюду горы, вид шикарный, крутой. Ох, не зря я в поход поперлась с рюкзаком за спиной. Недавно меня спросили, почему на моих видео, особенно там, где людям тяжело, где они карабкаются по сложным маршрутам, абсолютно все выглядят счастливыми. Походы в горы очень хорошо коррелируют с давно известными постулатами счастья. Недавно вот проводили исследования с целой кучей экспериментов. Так вот, ученые определили 5 шагов, которые гарантированно делают человека счастливым. И это не имеет никакого отношения к материальному достатку. И первое из необходимых, то, что на английском языке называется connection, непрерывное развитие ваших социальных отношений. Вы вкладываете время в развитие отношений с близкими, с друзьями и товарищами по тропе и становитесь счастливее. Второе обязательно, это нужно быть физически активным. Самый быстрый выход из плохого настроения – это выйти на улицу прогуляться. Или включить музыку и потанцевать. Активный образ жизни – это ключ для нашего позитивного настроения. Как вам, не тяжело было идти? Все, нормально дошла. Или еще дальше будем идти? Нет, по-моему, все. Живая? Нормально. Третье, нужно обращать внимание на то, что происходит вокруг вас в данную секунду. Куда ступает ваша нога, как вы вдыхаете воздух и как вы выдыхаете его. Это по-научному называется когнитивно-поведенческая терапия осознанности. Четвертое, нужно продолжать учиться на протяжении всей жизни. И здесь мы не говорим о формальном обучении. Это скорее необходимость оставаться любопытным. Короче, узнавать новое, продолжать получать новые навыки. Ну и пятое, это наша щедрость, альтруизм, оказание помощи другим. Мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Было очень здорово, много эмоций, красивая природа. Вот. И средняя сложность, так что не так уж сильно устали, все супер. Как вам водопады? Слушайте, водопады шикарные.
По-моему, на Таваксайские немножко похожи, но совершенно другие. Они великолепны. Последний мне вообще понравился. То, что он вот такой высокий, там, здорово нафоткались. Ну, маршрут не тяжелый, нет? Нет, маршрут не тяжелый. Если временами были сложные участки, ребята помогали. Организатор группы всегда помогал и вел вперед. Очень дружный коллектив. Ну как водопады? Как водопады обычные. Очень необычного. Правда? Еще долго идти до дома? Да. Не, ну ей-богу, мне было очень страшно. В целом вид красивый очень на горы, потому что ну высоко, вот вся эта вот местность, равнинная, горная, все очень красиво, прекрасно, но при этом очень страшно все равно подниматься, спускаться в особенности. В особенности, когда глина вся влажная, и есть риск того, что ты подскользнешься, а если посмотришь вниз, то увидишь там кучу камней огромных, острых. И все. И конец. Спасибо. Тысяча меня до меня и после меня будет тысяча меня, тысяча меня, тысяча меня. Мы поели, мы такие счастливые, сытые. Сейчас пойдем на спуск. Посмотрели водопады шикарные, сказочные, около речки посидели, отдохнули. Были водопады? Комментарий надо. Понравилось? Идешь сюда еще? Конечно. Тебе не тяжело было? Нет. Моих детей, голосами их детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Это был серьезный поход. К сожалению, не обошлось без жертв. Одного пришлось пристрелить, потому что он возмущался. И один сломал ногу, и его вроде бы съели шакалы. Мы обязательно вернемся весной со всеми почестями, со всеми траурными оркестрами и отдадим им должное. Спасибо, простите, у меня больше нет слов. Все эти 5 шагов для счастья мы активно применяем, когда идем в горы. Мы общаемся с товарищами на тропе. Мы физически активны. И чтобы выжить, должны реально обращать ежесекундное внимание на наше окружение. Постоянно узнаем в походе что-то новое. Ну и в горах, на тропе, на скале мы же непрерывно помогаем друг другу. Потому что только так и можно двигаться в группе по маршруту. Расскажите, маршрут вообще сложный? Нет, те, кто в первый раз в горы идет, можно идти по нему? Идти можно, но очень страшно. Я очень боялся. Ну, у меня боязнь высоты есть. Ну, вам понравилось? Да. Еще пойдете? Вряд ли. Так что в свой выходной день сидите, пожалуйста, дома. А мы будем путешествовать и снимать для вас интересные видео. Ну, пока.